Эта история произошла лет 20 тому назад. Деревня наша располагалась рядом с лесным массивом. Она небольшая, дворов 40. Клуба в деревне не было. Молодежи приходилось ходить в клуб в соседнее село, которое находилось в 5 километров от нашей деревни. Поэтому обычно вся деревенская молодежь собиралась на так называемый пятачок, находившийся в конце деревни, на поляне, у леса, место красивое, вокруг росли елочки и сосны. Мы разжигали костер, чтобы было посветлей, играли на гитарах, танцевали, пели, одним словом, организовывали безобидное деревенское времяпровождение. И вот, как-то раз, сидя у костра, мы услышали со стороны леса протяжный не то вой, не то стон, и всем стало как-то не по себе. Многие убежали домой, но я с другом Семеном и двумя самыми смелыми девчатами Алей и Машей остались здесь, как мы могли оставить незатушенный костер, затушили костер и только хотели идти домой, как снова услышали странные звуки. Там, откуда доносились эти звуки, был большой овраг. Мы подумали, а вдруг там с кем-то из нашей деревни или другого села беда случилась, решили проверить, хотя нам всем четверым было страшновато, но настроились и пошли к оврагу. Хорошо, что у Семки был фонарь с собой, спустились осторожно во враг и посветили в то место, откуда доносился странный звук. Мы резко все остановились, увидев большого волка, который лежал почти без движения и стонал. С его бедра сильно сочилась кровь, по всей видимости, был ранен браконьерами, так как охота на волков в этот период была запрещена, волк обессилел от потери крови, и мы поняли, что оставлять его здесь нельзя, погибнет. У нас с собой было плотное покрывало, на котором мы сидели у костра, мы подпихнули его под волка и потащили из оврага наверх, на поляну. Там передохнули и решили перетащить его в сарай моей бабушки, потому что он был свободный и ближе к лесу. Где-то через полчаса волк был уже в сарае. Мне пришлось пойти к местному фельдшеру Наташе, объяснить ей все обстоятельства, которые произошли, попросил ее помочь нам в этом. Она быстренько взяла необходимые медицинские средства, и мы с ней побежали к сараю. Наташа, увидев волка, сначала немного испугалась, но поняв, что он не представляет в данное время никакой опасности, подошла к нему поближе и сказала, увидев сочившуюся кровь из раны на ноге: «Вы что же не завязали ей рану? Ведь она истекает кровью. Это волчица, она беременна и уже начинает щениться». Она сделали обезболивающий укол волчицы, обработала рану, вытащила пулю из нее, снова обработала и перевязала, волчица начинала щениться. Через 2 часа волчица разродилась, на свет появились 3 замечательных волчонка, она их облизала, подступила к своей груди, и вскоре они уснули возле нее крепким безмятежным сном. Волчица тоже дремала, иногда приоткрывая глаза, и поглядывала на волчат. Волчата с волчицей жили у нас в сарае долго, а когда подросли, стали уходить с волчицей в лес, где она приучала волчат к лесной жизни, но всегда, вечером, возвращалась в сарай, пока, именно здесь, ей было спокойней с ними. С той поры, когда я позвал Наташу к волчице, подружился с ней, она мне очень понравилась, наша дружба переросла в отношения, потом мы поженились, через год у нас родился сын Кирюша. Волчата выросли, стали настоящими большими волками, красавцами. Как-то утром, в очередной раз, принеся им еду и питье, я увидел, что их там нет. И я понял, что они выросли, это уже была стая, и они ушли в лес, чтобы жить там на воле со своими сородичами. Прошло 3 года, и вот, однажды, наш сын Кирюша, выйдя со двора дома, пропал из виду, всей деревни кинулись его искать. Обследовали вокруг все свои дворы, но безуспешно, и поняли, что Кирюша ушел в лес. Вечерело, сгущались сумерки, в лесу темнеет очень быстро, и наши поиски там были тщетны, решили продолжить поиск рано утром. На рассвете вышли на просеку и увидели такую неожиданную для всех картину: наш Кирюша спит под маленькой елочкой безмятежным сном, а вокруг него лежат 4 волка, обогревая его своими телами. Увидя нас, волки сначала оскалились, зарычали, и потом, не то по моему запаху, похожему с Кирюшиным, не то просто вспомнили меня, до сих пор в толк не возьму.
Волки еще раз поглядели на Кирюшу, потом подошли ко мне, принюхались, поглядели мне в глаза и ушли в лес друг за другом, как будто поняв, что теперь малышу ничего не угрожает.